в 3 словах о покрытии работы лаком. Работа лаком должна отстояться минимум 2 месяца, а рекомендовано полгода-год, даже тонко написанное. Это важно. Это если использовать вот такие лаки: домарные, акрилостирольные, акрилфисташковый. Кстати, акрилостирольный, говорят, не очень подходит для покрывных работ, домарный или акрилфисташковый, причем не очень старый. От даты производства, если российские лаки, они желательно, чтобы были не старше полугода, иначе они могут давать отлип. Это важно, такое бывает, дает, там что-то с ними со временем становится, и они как бы не до конца высыхают. Свежие лаки со свежей датой выпуска такого не происходит. Итак, работа постояла, очистили от пыли, возможно, от колючек, от каких-то. Знаете, что колючки какие-то или там кусочки краски, они будут блестеть на лакированной поверхности, как бы звездочками. Это не всегда нужно. Вот, отодрали, если не нужно, отодрали, еще раз почистили, смахнули. Вот. И теперь работа 30×40, можно покрывать целиком все сразу, покрывать лаком. Если она большая, то участками. Для этого нам нужен, собственно, сам лак и губка. Кисточками не советую, кисти потом отмывать приходится долго и упорно. И нужны особые кисти, синтетика. А обычный поролон делает это очень хорошо. И отлакировал и выбросил. Вот, нанесли достаточно большое количество, здесь примерно колпачок, я на глаз это делаю. То есть не жалейте лака. Для начала распределяем по всей поверхности. На это у нас, примерно минуты 3, иначе начнет 2, не больше, начинает густеть масло, так что желательно так расторопно все это делать. Распределяем и смотрим в отражение окна или же лампы, чтобы распределение было равномерное, не было где-то наплывов и где-то не до сухих мест. Вот, разнесли, и потом, что важно, не вот так, а на уголочек ставим поролон. И вот так, практически без давления, вытягиваем горизонтально, желательно горизонтально. Почему горизонтально? Вот эти волны, которые все-таки остаются, хоть это и не кисть, но все равно волны, полосочки остаются, они могут быть заметны. Если вертикально, то в отражении картины, когда будет висеть на стене, вот эти вертикальные полосочки могут быть заметны. Горизонтальные не так бросаются в глаза. Итак, распределили. Еще раз глянули быстрым взглядом, быстро, потому что здесь затягивать нельзя, начинает быстро загустевать лак. Посмотрели, подтеков каких-то недостатков нет. Ставим вертикально, чтобы немножко вот эти, если и есть бороздки лака, они немножко расплылись. И несем аккуратненько в ванную. Почему вертикально? Во-первых, распределяется лак более равномерно, пыль не так садится. И почему в ванную? Желательно в ванную, потому что в ванной меньше пыли, во влажном помещении пыль оседает к низу, ее как бы меньше. И, и, собственно, от запаха, потому что запах приличный. Даже маленькая работа будет пахнуть около суток достаточно неприятным запахом. Вот такая вот история. Все быстро и несложно. Также можно покрывать акриловым лаком. Обычным каким-нибудь акриловым лаком по типу вот такой альпины. Я перелил его в банку. Баночка вот такая вот у вас в углу. Это паркетный лак глянцевый. Здесь, чем хорош альпины, не нужно ждать. Достаточно, чтобы прошло хотя бы там неделя какая-то или несколько дней, чтобы красочки схватились, все, берем. Вот тут, кстати, очень важно не переборщить с количеством. Тут примерно тоже колпачок, размер такой же, 30×40 беру. Также одноразовый кусочек губки, распределяем. Тоже смотрим на окно. В окно на отражение. Вот. И точно так же горизонтальными движениями распределяем. Может быть такое свежее масло отталкивать немножко вот этот лак. То есть лак будет сворачиваться в капельки. Такое иногда бывает, отталкивает место, вот прям расходится лак. Особенно если лак использовать плохой, где много воды. Здесь воды мало, здесь очень много самого полимера, акрилата, и он как бы очень густой, он прилипает очень хорошо. То
То есть это очень мощный клей. Вот. Если, еще раз вернусь, происходит отталкивание, нужно до подсыхания губочкой водить, все, оно подсохнет, первый слой такой будет ну, как бы матовый немножко, а потом через несколько часов процедура повторяется, еще слой лака, уже никакого отталкивания не должно быть, и слой лака ложится идеально. Вот. В итоге, я чуть позже покажу вам сравнение, как блестит и тот, и другой. Немножко больше блеска у художественных лаков, особенно если не жалеть слоя. Но и акриловый лак, блеск приятный, не очень глянцевый, но такой очень даже хороший. И к тому же он не пахнет, он дешевле намного, ну, по количеству, если брать там на квадратный метр поверхности покрытия. Вот. И, ну, в общем, более экологичный, и самое главное, что не нужно ждать. Вот. Но есть недостаток, у него недостаток, если можно считать недостатком, его уже не смоешь. Если захочешь что-то доработать, придется поверху дорабатывать. Вот такого рода лак мы спокойно скипидаром смываем, дорабатываем, покрываем заново. Вот. Так что выбирайте. Это, у меня когда-то видео было про акриловый лак, я вот решил еще раз снять на примере вот этих двух картинок. Вот. Так что вот можно вот так это делать, и так, и таким, и другим способом. Итак, через сутки, практически немножко меньше, домарный лак подсох, высох, но еще есть запах, и по углам, там где толстые наплывы, немножко еще отлип дает, здесь уже он полностью высох. Вот. Акриловый лак, конечно, высох сразу, буквально через полчаса уже можно полностью с ней что угодно делать с этой работой. Про блеск. Блеск практически неотличим. Чуть-чуть, возможно, больше блеск, вот на окно покажу, у домарного лака. Но это еще от слоя зависит, кстати, какой слой у... Так вот. Ну, видно и там глянцевость примерно одинаковая, особенно если не сравнивать их вместе, вы не отличите разницу. И там блеск, то есть глянец приличный. То есть он хороший. Вот. Что хотел сказать. Еще один недостаток домарного лака. Ну вот, я не говорю про акрил фисташковый, это хороший лак. А домарный лак придется вам смывать лет через 10, особенно на белых участках. Он будет желтеть, немножко коричневость, да, и мутнеет. Эти лаки муть дают легкую, особенно в толстых слоях. Ну, это несложная процедура, то есть это скипидар разливается губкой или чем-то смывается пару раз, вот это, и потом перекрывается заново лаком. Вот, но тем не менее. Акрил штука достаточно, ну, как, нельзя сказать, что вечная, но она за 70 лет, сколько акрилу, она не было замечено никаких изменений с этим материалом. Вот. Прилипание, адгезия к маслу хорошего акрилового лака очень приличная, то есть у меня есть видео, как я там опыты делал, эксперименты, то есть она тряпочки приклеивал, можете посмотреть, она отрывается вместе с маслом, то есть она настолько мощно приклеивает клей к масляной поверхности, приклеивается. Вот. Так что пробуйте акриловый лак, уверен, вам это понравится, именно хороший акриловый лак, какой-нибудь, вот, типа, как я рекомендую, это не реклама, но вот типа Альпина глянцевый для паркета, прозрачный. Вот. Так что, ну, вот на этом все, спасибо.